Всем привет, меня зовут Кирилл. Это последний выпуск в этом году. Слава богу, уходит этот год. Год был очень длинный и всякой ерунды в нем много было, поэтому все, до свидания. До свидания, следующий. И сегодня у меня вот такой новогодний наряд, скажем так. Представьте себе, что мы с вами в морозном лесу, здесь у меня ели, пили и так далее. То есть типа холодно, мороз, снежинки. Вот. И я типа на лыжах катаюсь, поэтому без jacket. У меня есть инстаграм-канал Kirill's_English, есть телеграм Kirill_English. И сегодня такое будет легкое видео, праздничное настроение. Сегодня я научу вас 3 идиоматическим выражениям, идиомам, которые часто используются и используются именно в быту. То есть, если вы живете с румейтом, если вы студент, студентка, студентки, если у вас молодой человек или старый человек, или вообще нет человека, но вам где-то есть это с кем использовать, это очень добавит, так сказать, атмосферности, кьютности в вашу smooth и fluent английскую речь. Итак, открывает хит-парад 3 идиом сегодня. All that and a bag of chips. All that and a bag of chips — это, по сути, когда вы говорите it's amazing, it's brilliant, it's great. Причем вы можете описывать как какую-то ситуацию, так и человека, поэтому очень универсально. Немножко предыстории. All that and a bag of chips зародилась еще в 90-х годах, поэтому если меня смотрят миллениалы или экс-миллениалы, вам это должно понравиться. Но идиомы используются и по сей день, но чаще, конечно, всего вы услышите это не от подростков, которым 10-15 лет, а от людей, так сказать, которым 18+, то есть как мне. Так вот, зародилась вообще изначально фраза в среде хип-хопа, поп-исполнителей, в частности African American Vernacular, и постепенно вот в процессе эволюции, так сказать, перешла в лексикон обычных людей, и сейчас эту фразу вы можете услышать на всей территории нашей просторной страны. Я про США. Скорее всего, фраза зародилась в среде, где вы ходили в какой-нибудь fast food restaurant, Макдональдс или еще где-нибудь, и там обычно какой-нибудь deal предлагают вам. Combo, meal, купите напиток, булку, хот-дог, чего-нибудь там, бургер, и в придачу вам еще, знаете, вот пакетик чипсов. Я, когда в 2008 году работал в Burger King, мы всегда в придачу давали этот пакетик чипс Lay's. Маленький такой, маленький. Anyways, это что-то хорошее. Это что-то замечательное. Например, she's smart, funny, and all that, and a bag of chips. Она умная, смешная, и все да сё. То есть, это такой собирательный как бы образ, то есть вы человека хвалите. Она замечательная. All that and a bag of chips. Получается, все вот это, то, что я сказал, и плюс в придачу еще и пачка чипсов к ней дается. Ну, в общем, завершает, так сказать, хит-парад, вишенка на торте. Замечательно, подводим итог. В русском языке мы иногда говорим 1, 2, 3, все дела. Все как надо. Если вы хотите индивидуальные уроки со мной, в описании под этим видео есть вся информация и ссылки. Напоминаю, как это произносят англофоны. Как вы это услышите от англофона, если будете слышать. От неанглофона вряд ли вы такое услышите. В речи bag of chips. Bag of chips. Напоминаем, я и кто-то еще. Напоминаю, вот это вот короткое слово of. После него, если идет слово, начинающее на согласный звук, F, вернее, F, мы теряем. И вот этот вот O произносим через шва. Bag of chips. Bag of chips. И рот открываем немножко пошире, немножко челюсть уходит назад и произносим bag. То есть надо падать челюстью. На пол вообще All that and a bag of chips. Ну, chips вы без меня умеете произносить. Я вам скажу так. Если у вас не получается, вот эта разница между хрен с ним. Для большинства людей это не критично. На слух вы в любом случае поймете, и вас люди поймут. Поэтому не стрессуем. Если не умеем говорить, не надо. Едем дальше. Следующая идиома тоже относится к категории такая cute, все такое мягкое и пушистое. Snug as a bug in a rug. Полная версия. Либо очень часто ее сокращают до простого snug as a bug. Snug as a bug. Snug as a bug. Обращаю ваше внимание на то, что звук он у нас Получается, если свечку зажечь перед собой, для пущего эффекта можете зажечь
свечу. А, же новогодняя. Новогодний выпуск. Сейчас я так вот так пальцами сделаю, и появится свечка в руках. Так. О, свеча. Ароматическая. Как сказать ароматическая свечка по-английски? Правильно, scented candle. В общем, свеча есть, а зажигалки нет. Зажигалки вообще нет. Дом не курящих людей, поэтому есть газ. Но до печки идти далеко. В общем, вот у вас, представьте, свечка перед вами, и вы хотите ее потушить, и вам нужно потушить ее не чтобы дыхание шло у вас прямо, а как бы она у вас, свечка ваша, вот внизу, и вам надо вниз ее потушить. Вот. Поэтому говорите не широкий звук, как в России мы привыкли говорить наш или английский звук как, например, в слове father, а звук Как будто вы говорите его немножко здесь, у вас там танзелит, все к чертовой матери распалилось, и вам трудно говорить нормально, вы говорите немножко в нос. Но говорите не в нос, а в рот. В смысле, в свечку. Snug as a bug. И здесь сплошные звуки шва. Snug as a bug. Что это означает? Это означает, что вы себя чувствуете очень comfortable, cozy, вы где-то лежите, может быть, за окном плохая погода, а у вас телевизор, у вас Stranger Things на Netflix, у вас горячий коко, вы там елку нарядили, подарки, забыли про работу, вообще расслабляетесь, и как в коконе себе такой домик соорудили, конверти, как моя мама в детстве говорила. И вы можете это описать I'm snug as a bug. И вас куда-то кто-то зовет, погулять, потусить, а вы говорите no. I'm very comfy in my bed, I'm snug as a bug. Если эта свечка как ежик яблоком. Положим. During a blizzard, we had plenty of firewood and stayed in a cottage, snug as a bug in a rug. Во время жуткого бурана, напоминаю, blizzard это гораздо хуже, чем snowstorm. Snowstorm это обычный ветер со снегом. Blizzard это когда нулевая видимость. Во время сильнейшего бурана мы были в коттедже, и нам было очень комфортно. We felt comfortable, cozy. Alright, и наконец третья идиома сегодня. The elephant in the room. The elephant in the room means a major problem, a major big problem or a controversial issue. Слоном здесь описывается major, большая какая-то проблема или очень сомнительного рода вопрос какой-то, который никто не хочет обсуждать. Причем настолько явная проблема у всех перед носом, но все делают вид, что этой проблемы не существует, и ее оговаривать, обсуждать никто не хочет. Это как, знаете, бельмо в глазу, бревно в глазу, то есть никто его не видит. Очень часто используется с глаголом ignore. Например, they ignored the elephant in the room. Они игнорировали главную, большую проблему или вот явную проблему. Слово прилагательное явный можно использовать. Либо используется также в такой связке, как address the elephant in the room, ну или we need to address the elephant in the room. We need to address the elephant in the room. Нам нужно обсудить эту проблему. Она очень остро стоит у нас на повестке дня. Alright. На сегодня это все. Эти выражения вы услышите, увидите. В общем, они очень часто встречаются в Everyday English. Я желаю всем отличного Нового года. Желаю всем отличного 2026 года. Если вы собираетесь употреблять алкоголь, do it responsibly. Не смешивайте алкоголь с едой. То есть, если вы пьете, вы пьете. Если вы едите, а вот это вот пить и есть, это не надо делать. То есть, можно поесть. Через 2-3 часа можно принимать, так сказать, капельки. Don't drink and drive. That's irresponsible and it's dangerous. Также помните, что нет безопасной дозы алкоголя. Любая доза алкоголя, она для организма это яд. But who am I to tell you about that? Я и моя ароматическая свечка из Таргета. Желаем всем отличного Нового года. Увидимся в новом 2026. Хотите знать, каким он будет? Спросите у чата GPT. А, собственно, я вам советую просто, как говорится, play it by ear. По ходу дела разберемся, товарищи. Пока.